Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик PES. Наконец-таки, спустя полгода с момента релиза игры, мы получили обновление до версии 1.0.0.0, которая исправила игру и привело ее в тот вид, которым она должна была выйти изначально. И уже после этого самого обновления видно, что Konami делает правильные шаги в правильную сторону, и после этого обновления у игры есть неплохое будущее. Но, как говорится, о всем по порядку. В рамках сегодняшнего ролика предлагаю поговорить об обновлении версии 1.0.0.0, как изменилась графическая составляющая, как изменился геймплей, что нового привнесло это обновление и к лучшему ли оно. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение по поводу обновления. А если вы все еще не поддержали этот ролик своим лайком, то самое время это сделать и обязательно подписаться на канал, если находитесь здесь впервые. Устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Итак, рассказать есть о чем, а поэтому пойдем по порядку. И начнем с игрового процесса. О том, что игровой процесс претерпел изменения, я думаю, говорить не приходится. Вам стоит лишь обратить внимание на официальный сайт eFootball, на котором Konami расписали все изменения в игровом процессе, которые изменились темпа игры, передач, ударов, некоторых защитных механик, некоторых атакующих механик. И на самом деле, для того, чтобы рассмотреть все это дело, потребуется отдельный ролик. Но мы поговорим об этом лишь вкратце. Обновленный геймплей мне очень даже зашел. Конечно, к нему еще нужно привыкнуть, однако это всяко лучше того, что у нас было до релиза версии 1.0.0.0. Защищаться в игре стало намного проще и даже интереснее. И благодаря новым механикам, а в частности корпусу. В игре присутствует два типа корпуса. Это корпус, когда вы просто укрываете мяч от соперника, а другой корпус, когда вы этим самым корпусом отталкиваете соперника, чтобы у него перехватить мяч. То есть в одном случае вы удерживаете мяч, а в другом перехватываете. И как по мне, это важная составляющая игрового процесса, поскольку в некоторых ситуациях можно выиграть борьбу за мяч, только выставив корпус. И это очень даже здорово. Касательно движения мяча я все еще не могу определиться, поскольку в матчах против искусственного интеллекта передачи проходят как-то быстро, в то время как в онлайне передачи уже более медленные. И где найти этакую середину, я еще не понял, а поэтому темп игры для меня остается загадкой. Что же касаемо передач в целом, то они стали более точными и не уходят в молоко. Однако удары иногда все еще приходятся куда-то не туда. И когда игроки выскакивают один на один, они запросто могут пробить мимо. Возможно, виной тому обновленная камера, которая стоит по умолчанию, ну или удары все еще не отредактировали. Графическая составляющая после обновления 1.0.0 также претерпела изменения. В лучшую сторону, но не прям таки кардинально. То есть графика все еще уступает 21 части Pro Evolution Soccer. В некоторых местах игра выглядит просто потрясающе. Графика красива, и это чуть ли не настоящий Next Gen. Однако, иногда возникают такие ситуации, когда игроки уж больно мыльные. И даже фейсы, которые с виду кажутся неплохими, качественными, в некоторых ситуациях напоминают реальное мыло. И с этим, к сожалению, сейчас ничего не поделать. Данное обновление привнесло в игру один большой режим под названием Dream Team, который, судя по всему, окончательно заменит MyClub в серии игр PES, а уже теперь eFootball. И что же касаемо этого режима, то поподробнее о нем поговорить не получится, поскольку он заработает только через неделю, с 21 апреля. Но первые шаги в этом режиме мне очень даже понравились. То есть это такой самобытный режим, где вы так же, как и в Ultimate Team, так же, как и в MyClub, собираете свою команду. Однако прокачка стала совершенно иной. И лично мне, игроку, который никогда не играл в онлайн-режимы, в футбольных симуляторах, мне это зашло. И я даже задумываюсь о том, чтобы начать проходить этот режим на полноценной основе. И кто знает, возможно, мы даже будем записывать отдельные ролики по Dream Team. Если вы хотите увидеть такие ролики, то отпишите в комментариях. Также Konami запилили прикольную анимацию открывания паков в Dream Team. Теперь это такая смесь из анимации из PES и в целом оформление катсцены из FIFA. Выглядит очень даже недурно. Катсцены обновлены как при подписывании игроков через такие паки, так и при подписании контракта с игроками через трансферный рынок. И подводя итог по всему вышесказанному, понравилось ли мне обновление 1.0.0? Скорее да, нежели нет.
Это та самая игра, которую мы должны были получить еще в прошлом году. И возможно, если мы получили бы такое обновление еще в ноябре, кто знает, во что бы превратился eFootball к этому времени. Однако, реальность такова, что обновление, которое постепенно ставит игру на ноги, мы получили только в конце футбольного сезона. А поэтому все остальные онлайн-режимы, оффлайн-режимы нам придется ждать в течение лета и, возможно, осени. Я не скажу, что теперь доволен игрой на 100%, у нее все еще присутствуют баги с оптимизацией. По сообщениям многих пользователей, игра подлагивает на PS4. В целом, графика еще далека от идеала и есть над чем работать, но в целом Konami взяли правильное направление. И если они продолжат его придерживаться, если они будут исправно все делать и будут поддерживать связь с аудиторией, то в принципе все может получиться. Флаг в руки, как говорится. В комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение по поводу данного обновления, понравилось ли оно вам или же нет. Но уже в следующем ролике мы снова поговорим про Мастер-лигу и будущие обновления для eFootball 2022. Поэтому, чтобы не пропустить этот ролик, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, прожимайте колокольчик для уведомлений, ну и не забывайте поддерживать данный ролик своими лайками. У меня на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Всем удачи, дорогие друзья, и до скорых встреч!